Сегодня хочу поделиться рецептом приготовления песочного тортика. Тортик печется несложно, он такой простой в приготовлении, но очень вкусный. Приготовим. Нам понадобится 1 яйцо комнатной температуры, 110 грамм сахарной пудры, 160 грамм сливочного масла, оно должно быть тоже комнатной температуры, 1 чайная ложка разрыхлителя, 300 грамм муки, щепотка соли и 1 чайная ложка ванильного сахара. Для прослаивания торта мы будем использовать повидло. У меня это сегодня сливовый джем. Вы можете использовать любое, какое у вас есть. Вот из таких простых ингредиентов мы приготовим торт. Сливочное масло комнатной температуры мы положим в миску. Сюда мы добавляем соль, приготовленная у нас соль, ванильный сахар добавляем, маленечко вот так вот размешаем. Так. И добавляем сразу все количество нашей сахарной пудры. Можно это, конечно, делать и с мелким сахарным песком, но сахарная пудра мне нравится из-за того, что она сразу легко перемешивается. Но сначала надо аккуратненько, чтобы у нас сахарная пудра не разлетелась. Вот. И так постепенно нам надо его так перетереть лопаточкой. Перемешали мы сливочное масло с сахарной пудрой. Теперь мы будем добавлять сюда наше яйцо. Яйцо тоже, я сказала, оно должно быть комнатной температуры. Яйцо мы будем добавлять постепенно, потихонечку, частями, чтобы оно лучше у нас размешалось. Перемешали еще. Остатки добавляем. Когда вот так вот тщательно перемешиваем, оно постепенно у нас начинает цвет менять и становиться чуть-чуть такой светлее, белеть начинает. Можно использовать, конечно, миксер, но можно и без него обойтись. Теперь будем добавлять муку. Муку мы будем просеивать. Мы муку предварительно от нашего общего количества, какое у нас здесь добавлено, муки, мы возьмем, отложим сразу где-то 1 столовую ложку с горкой, мы отложим отдельно. Это нам надо для того, чтобы потом мы ее раскатывали. Она нам пригодится. А вот в эту оставшуюся часть муки, вот основную, мы добавляем разрыхлитель, 1 чайную ложку. Теперь мы сюда же в миску будем просеивать. То есть муку у нас добавлен разрыхлитель непосредственно. Так. И перемешаем до однородного такого состояния. Будем мешать лопаточкой. И мешать желательно надо сразу масло. Как можно меньше мешать руками, чтобы оно у нас от рук не нагревалось. В итоге тесто у нас должно образоваться вот в виде такого однородного комка. Припудрим вот оставшуюся, то, что мы 1 столовую ложку отложили муки, мы припудрим коврик. И сюда же мы переложим наше тесто. Руки можно тоже мукой осыпать. Тесто не должно приставать к рукам. Вот мы его будем вот так вот слегка припудривать мукой, вот так вот заворачивая. Нам сейчас самое главное, чтобы не пересытить его мукой. И так у нас должно образоваться вот такое однородное тесто. Оно не должно быть таким, блестеть не должно быть от масла.
и должно иметь такой матовый оттенок вот от муки. Теперь нам вот этот вот кусочек нам надо разделить на 3 ровных части. Так, разделили на такие 3 квадратика. И теперь из каждого квадратика мы будем раскатывать квадратик уже толщиной 4 миллиметра. Раскатывать будем на пергаментной бумаге. Ее тоже слегка припудрим мукой. Возьмем наш первый такой квадратик и раскатаем в слой 4 миллиметра. Скалку тоже можно слегка припудрить мукой. Толщина квадрата должна быть около 4 миллиметров. Она не должна быть сильно тоненькой, но вот где-то около 4 миллиметров. И мы сейчас подровняем сразу края. Вот берете линеечкой и линейкой примерно смотрите, какой квадратик у вас получается. Ну вот с этой стороны вот 17 сантиметров, а с этой стороны у нас 19-18. Но нам надо, чтобы ровный квадратик у нас был, поэтому из расчета берем 17 сантиметров. 17 сантиметров. Так, даже, наверное, чуть-чуть вот так. Так. Здесь. Так, ну здесь так можно вот. Получается у нас такой квадратик с шириной квадрата по 17 сантиметров. 17. Можно, в принципе, даже вот линейкой все отрезать. Лишнее. Ну и также делать будем из других 2 кусочков. Переложили коржи, подготовленные вот на бумаге, на пергаментной, на противень. На одной противень у меня поместилось 2 коржа, потому что они у меня не такие большие. И теперь мы вилочкой аккуратненько наколем в разных местах. И это не для красоты, а для того, чтобы у нас тесто равномерно было, ну, осталось таким равномерным коржиком. Не вздулось. Выпекать будем вместе с нашими обрезками. Они нам еще пригодятся для украшения. Теперь ставим в разогретую предварительно духовку 180 градусов на 10 минут. Готовы коржи. Мы их достали из духовки. Как я сказала, каждый корж у нас выпекался по 10 минут. Но это все зависит, конечно, от духовки. Выпекли 3 таких коржа. И вот такие остаточки у нас они подрумянились, потому что они более тонкие обрезки. Вот, и теперь мы сформируем тортик. Можно использовать любое варенье, какое у вас есть. Желательно, чтобы оно было такое без ягод, протертое, в виде повидла или джема. Потому что с ягодами здесь нужно, чтобы оно было такого однородное. Вот, промазываем. Ну, здесь уже смотрите сами. Если вы любите очень много, чтобы повидло было, можно потолще слой использовать. Вот, и ровненько вот так вот распределяем повидло по поверхности. Так, следующий берем и все то же самое. Повидло и распределяем по поверхности коржа. Со временем он у нас пропитается, повидло, и не будет вот так хлюпко ходить. Такой устойчивый более вид такой примет. Так, а теперь повидло мы еще смажем бока. Вот так с каждой стороны мы промажем бока. Промазали повидлом. А теперь мы возьмем наши крошки, которые у нас остались, вот эти обрезочки, и измельчим. Сочные крошки, они хорошо у нас раскрошатся руками. Вот они очень хорошо крошатся. Песочное тесто, оно вот очень такое рассыпчатое.
Поэтому вот так, не спеша. Теперь вот этой крошкой, которая у нас получилась, мы обсыпем бока. Приготовили песочный тортик. Тортик у нас получился вкусный, но обязательно ему надо пропитаться. Вот уже прошло 8 часов, я достала его и уже нарезала кусочками. Вот он получился от повидла такой красивый, пропитанный. Чем больше слои повидла, тем он будет мягче и пропитанней.